Вопрос-то есть. Я тебе писала, кстати, в телегу. Актуальные вопросы? Да, актуальные вопросы. И ты ничего не ответила. Вопросов наводящих не задала. Ты вот помнишь, что я тебе писала? Ну, когда твои вопросы. Почему у тебя нет ни одного вопроса про секс никогда? Вот когда я тебе задавала вопросы про секс, ты сказала, почему тебя интересует только секс и оргазмы? Давай там про здоровье. А теперь наоборот, да, я не задаю вопросы про секс, а спрашиваю, почему ты не задаешь вопросы про секс? Ну, мы с тобой про здоровье много говорим. Как показывает практика, запрос у всех один. Почему женщины хотят заняться своим здоровьем? Ну, а-ля приходят заниматься здоровьем, по факту у них запрос на секс. Мне вот не понять, честно. Ну, то есть я не отношусь к категории этой женщины, поэтому я даже не знаю. Тебе, может, кажется? Не знаю. Покопаемся в тебе. Ну, помнишь, ты ко мне приходила Да, 2 года назад? Да. Кстати, яркий показательный момент. Из настоящего. Женщина приходит с запросом: мне вас порекомендовали, я хочу научиться расслабляться и привести свое тело. Ну, типа, мне некогда заниматься телом, я хочу свое тело в баланс привести, потому что тут скрипит, там не двигается, тут зажато. В процессе мы узнаем о том, что, оказывается, у нее появился новый мужчина. Ну да. Ну, конечно, женщине подвижность ее тела, гибкость и здоровье важно именно тогда, когда у нее появился мужчина. Когда его нет, такого запроса, к сожалению, нет. А это здоровая ситуация, когда ты начинаешь вот об этом думать, когда новый мужчина появился, там что-то пытаться улучшить себя срочно, немедленно. Именно вот, кстати, тогда, когда он появился, а не в принципе ты поддерживаешься в этом состоянии. Слушай, я не знаю, здоровая, нездоровая ситуация. Как определить, здоровая ситуация или нет? Если человека устраивает, да что ж такое? Ну, салфетки какие-то вообще. Если человека устраивает, то, наверное, для него это ок. Нормальная, здоровая ситуация. Делать что-то только когда клюнуло. Когда кто-то клюнул, когда клюнула. Что-то где-то клюнуло. Делать что-то только ради чего-то. Ради кого-то, вернее. Да. Ну давай обсуждать темы здоровья, потому что это же, ну не знаю, вообще в моем идеальном представлении общества человек изначально занимается здоровьем. Ну, как бы для себя, для того, чтобы быть более эффективным. Да? Угу. Ну да, в твоей картине идеально. Чтобы быть более эффективным, а уже когда ты себя сделал, ну так скажем, да, в кавычках сделал, как-то по цепочке оно само собой начинает все выстраиваться. У тебя и коммуникации с противоположным полом меняются в лучшую сторону, так скажем. А не, ну то есть заходить с дверей, да, а не с какого-то там черного хода и пытаться что-то сделать. Не знаю. Что ты думаешь по этому поводу? Я думаю, что когда ты хочешь что-то поменять, ну и, как правило, нам не хватает мотивации, да? И кто-то ищет эту мотивацию в петухе, который клюнул, да, а кто-то ищет ее, например, в обществе в каком-то, да, ну, в каком-то окружении. Тоже поддержка. Или и еще меньше людей ищут ее в себе. Потому что очень мало людей, у которых есть дисциплина, и они такие решили заняться собой, там, наладить свое питание, там, заняться здоровьем, и в одного такие поперли. Таких там 5 человек, наверное, в стране. Вот. В стране? Ну, я говорю, что в нашем городе очень мало просто таких людей, да. И вот мы с тобой, кстати, из-за этого вообще-то клуб создаем, да, чтобы поддерживать друг друга, начинающих, потому что очень сложно в одного вот так вот.
Ты сейчас, кстати, когда В начала мире говорить... изобилия вот такого. Да, ты когда сейчас начала говорить, я поняла. Знаешь что? Когда человек хочет что-то сделать для себя там, или для кого-то другого, неважно. Мотивация не важна. Важно то, что он уже что-то делает. Если он начинает что-то делать, это уже хорошо. А для чего он это делает? Ну, как бы уже, наверное, второстепенный вопрос. Главное начать и продолжить. И не кончить. Ну, в смысле, и продолжать дальше. Так вот, начать-то могут многие. Вот начать могут многие. Продолжить уже частично, как бы это там, частично, да, а вот не закончить это прямо вот вообще. И поэтому нам нужен срочно клуб поддержки. Я вот думаю, что у человека в течение жизни меняются приоритеты даже в общении с какими-либо людьми. И если, например, я, допустим, как инструктор, как тренер, да, там такая эгегей, всех постоянно подбадриваю и пытаюсь там удерживать, да, на плаву, там, давай занимайся, там, напоминаю, что спрашиваю у клиентки, там, а ты сделала ли тренировку, какие ощущения? Она пишет, о, у меня нет сил, там, туда-сюда. А в клубе разные же женщины. И таким образом, допустим, сегодня тебе нравится, например, на меня смотреть, как я мотивирую, а завтра тебе в чате там написала другая какая-то девушка, допустим, на твой вопрос, там какие-то сложности возникли. И ты такая хобана и подхватила ее идею, тебе понравилось с ней общаться. То есть клуб дает, в принципе, возможность общаться с разными людьми. У нас даже настроение в течение дня может поменяться. И, например, сейчас мне нравится с тобой общаться, а через час я скажу, как ты мне надоела, да? Как ты меня бесишь, что ты меня бесишь уже. Да. Вот, ну клуб этим и хорош, что там есть некое количество женщин разных, которые также могут друг друга с разных сторон поддерживать. Не только сам тренер, идейный там, вдохновитель, да, который будет постоянно там, пытаться как-то всех мотивировать и удерживать в этом поле, но плюс еще вот это обмен опытом между участницами. Это там очевидность. Но я про это и говорю, Да, что классно. это же и есть, ну, как бы окружение. Ну, то есть это есть место единомышленников. Как и вот единомышленники ходят в спортзал или в студию какую-нибудь, да, танцевальную. Они ходят, вот она группа, вот они пришли, вот они вместе там занимаются, танцуют. А онлайн это только вот такие вот места. Ну, единственное, ты знаешь, клубами. у женщин есть такой нюанс, они не всегда готовы делиться и рассказывать о том, что у них не получается. Не каждая женщина, прям, я даже тебе скажу, мало кто из женщин готов делиться своими неудачами перед другими женщинами. Это же надо смелости набраться, мне чтобы кажется, рассказать, как у меня что-то там не мне получается. кажется, наоборот, женщины только и делают, что делятся своими неудачами и рассказывают, что у них это не получается. Ну, приведи пример. Какая-то девушка написала, допустим, я сегодня сделала, допустим, дыхательную тренировку, вот такие-то упражнения я попробовала, у меня так классно задышала грудная диафрагма, и у меня сегодня случился ошеломительный секс с мужем. И все такие, о, да, так все, я пошла делать дыхательную практику, я пошла работать со своей диафрагмой. Я-то думала, что нужно там работать, а оказывается, нужно здесь работать. И вот как бы вот это, да, мотивация. Но если она напишет, о, я не могу, я там Я как сегодня не сосиска, сделала, сегодня ничего не мне могу. лень, вчера у меня И, вот месячные. и общество, оно же любит поддерживать вот это нытье. Да, потому что это легче. Вот, а клуб хочется создать для того, чтобы наоборот, все друг друга мотивировали на достижение каких-то целей. Знаешь, на самом деле, когда ты прошел какой-то путь, ну, допустим, в тренировках, да, у тебя по-любому появляются какие-то упражнения, которые тебе прям зашли, от которых ты чувствуешь эффект, да. То есть складывается какая-то картинка, тебе дают много, из этого много ты все равно каждый для себя что-то вычленяет особенное. И даже если ты сходишь с пути, ну там вот ты такая, все, я не могу, не хочу, месяц ты ничего не делаешь, 2 ты ничего не делаешь, но потом настанет момент, когда тебя перещелкнет, и ты уже знаешь, с чего начать. И ты быстрее восстанавливаешься, это как с питанием, да? Ты знаешь основу правильного питания, но иногда ты, конечно, себе что-нибудь позволяешь, какие-нибудь зажоры. Ты вот сходишь, это же нормально тоже себе позволить какой-нибудь, не знаю, депрессняк пережить. Что попало поесть.
А потом ты понимаешь, что так, ну все, стоп, уже хватит, уже как бы все это закончилось. И ты легко встаешь опять обратно на путь вот этого вот правильного питания, ты довольно быстро восстанавливаешься. Ну да. Вот. Такие дела. Что ты не ешь? Но я не хочу хрустеть капустой в микрофон сухарями. Я уже нахрустела. Ну, я просто знаю, как это будет слышно, не знаю, потом посмотрю. Короче, ты меня подставила, да? Просто сейчас актуальная тема, на самом деле. Вот сейчас увеличился процент, ну там уже больше половины перевалило у тех, у кого аллергия на березу. Вот, и они чихают, и они кашляют, и у них идет просто адское давление внутрибрюшное создается. И сейчас столько может повылазить косячков у всех. И ты могла женщин бы, в основном. и ты могла бы, да, могла бы рассказать, ну, как бы что-нибудь по этому поводу. Что после весенней аллергии все должны прийти на курс Да, интимной гимнастики, да, восстановить свое тазовое да, дно а и вы- вообще мышцы кора, которые Да, как раз нам и поддерживают да. внутренние органы на месте. Да, которые чихают вот сейчас вот особенно и Слушай, кашляют. идея. Когда я иду по улице и слышу девушку, которая с аллергией, чихающая, мне нужно брать и визиточку ей. Возьмите, пожалуйста, вам точно пригодится после сезонной аллергии. Да. Знаешь, вот проблема заключается в том, что женщины не готовы говорить о своих проблемах. Давай мы И расскажем не о готовы их даже проблемах. специалисту рассказывать. То есть, вот знаешь, увидев рекламу, например, кресла, Чресло. как оно называется? Кресло, на котором сидишь, которое типа тренирует тазовое дно. Увидев такую рекламу, а если еще и гинеколог тебе сказал, тебе нужно заниматься тазовым дном, иди сходи, посиди на кресле, вот тебе контакты, иди туда, сходи сюда, то, Да вам надо бы... то почему-то вот такие вещи не смущают женщин, да, пойти посидеть на кресле, а пойти к специалисту, рассказать ему о том, что да, реально я при чихе писаюсь, допустим, да, их это так смущает, и они даже приходя к специалисту, если вдруг женщина наконец-то решилась и пошла, она не всегда говорит на первом приеме, ну вот на первой встрече о том, что у нее это есть. Она говорит, ну я хочу просто вот для профилактики, у меня все хорошо, но я вот хочу для профилактики позаниматься. Но она же должна понимать одно, что эффекта она не получит, если специалист не знает о проблеме. Ну, то есть они будут заниматься общим, да, укреплением, то есть какими-то общими вопросами, которые ее по факту на сегодняшний момент, ну то есть это к ней неприменимо. Нужно заниматься чем-то более глубоким. И потом в конце она скажет, ну что-то как-то вот не знаю. А вот на кресло почему-то они ходят с удовольствием. Ну и, во-первых, это дороже, наверное, поэтому... Нет, просто там посидеть, делать... но я пришла просто посидеть Ну, ради там делать любопытства. ничего не надо, просто села и сидишь. Ну так и эффект. Может быть, если вдруг эффект и есть, то он такой недолгосрочный. Вот он сегодня, здесь, сейчас ты что-то увидела, что-то почувствовала на себе, да, может быть, что-то укрепилось, но любой ближайший чих, и у тебя все вернулось. Я читала... Потому что ты не владеешь навыками. Я читала отзывы, ну вот об этом кресле интересовалась, и я читала, что кто-то пишет, что выкинул деньги на ветер, да, нет эффекта вообще никакого, ну то есть вообще ноль, что ходила, что не ходила. Вот. Ну, в основном пишут, что да, типа помогает, но непонятно на какой срок, опять же. Она же не напишет, что... Ну, то есть она прошла курс, написала, что да, ну, как бы закрылся Здесь сейчас вопрос. закрылся вопрос. Да, а она же потом не напишет через месяц, не вернется на этот сайт и не напишет, что-то, да, все плохо стало. Ну, разные ситуации бывают. Иногда без кресла, кстати говоря, ну, без определенных миостимуляторов очень сложно обойтись. Если там совсем все запущено и нарушена иннервация в мышцах, то тогда да, для того, чтобы хотя бы научиться чувствовать их как-то, понимать, где они вообще находятся. Иногда же женщина говорит, да я вообще не понимаю, ну где, ну что это, как это, что значит мышца расслабилась или сократилась, вообще не понимаю, где это. Тогда да, тогда как бы, ну, есть смысл применить какие-то допники, какие-то вот эти гаджеты сейчас, которые у нас есть в наличии в нашем мире. Но если у тебя не сформировалось осознанное понимание, да, вот эта связь мозг и мышцы, если ты не понимаешь вообще вот эту систему, а система – это все наше тело, как это слаженно должно в синхроне определенном работать, то ну ты посидела на кресле, да, через какое-то время проблема вернулась, что ты опять побежала, а тебе плюс 5, плюс 10, плюс 15 лет.
И настанет момент, когда тебе реально уже ничего не поможет. Операция. После операции тоже нужно восстановиться правильно. Сейчас, кстати, хирурги, которые оперируют женщин с проблемами опущения, недержания, да, геморрои, они уже стали рекомендации давать после операции включать в схему восстановления занятия интимной гимнастикой. Ну вот видишь, мы уже прогресс идет какой-то в свою сторону. Но это не все. Есть же хирурги, которые любят только свою работу и хотят, чтобы к ним как можно чаще и больше женщин приходили. Понятное дело, всякие специалисты есть. А особенно, как ты говоришь, вот эти гинекологи, которые вместо того, чтобы посоветовать инструктора по интимной гимнастике, они советуют кресло. У вас там, да вам пора уже, посмотрите, так не должно быть сейчас, сходите-ка на кресло. Некоторые просто, может быть, еще даже не владеют информацией. Все-таки у нас каждый врач, да, если он чисто только врач в своем направлении, он знает только свое направление. Не интересуется. Есть еще такие врачи. У нас не так много, на самом деле, интегративных врачей, которые рассматривают человека как единое целое, да, то есть тело не делят на части. Все равно все-таки у нас лечебная практика, она же делится на части. Понятно. Поэтому, где интимная зона, да, и где там осанка. Связать это не всегда просто получается. Массажисты же тоже, они как? Ходи ко мне на массаж, мы будем с тобой исправлять осанку, остеопат, да? Поставим тебе органы на место. Но не каждый остеопат, допустим, посоветует дома заниматься для поддержки. Не каждый скажет, что тебе нужен такой комплекс упражнений, давай я тебе его покажу, и ты будешь его выполнять для того, чтобы не ходить ко мне каждую неделю, допустим. Ты можешь поддерживать уже самостоятельно и приходить раз в месяц, допустим. Но это еще есть, каждый врач приходится на своего клиента, да, кто-то вообще не хочет, он открыто говорит, я не хочу заниматься, я просто хочу ходить на массаж каждую неделю, все больше не хочу делать ничего, так же, как и на кресле. Я просто хочу походить на кресло, заплатить деньги, и у меня нет времени, желания напрягаться что-то и все. Или про лицо то же самое можно сказать. Есть люди, которые занимаются как фейс-фитнесом, да, тратят на это по часу в день, чтобы привести себя в порядок, а кто-то 500 000 отвалил, чтобы сделать круговую подтяжку, и ходит сколько-то 5-10 лет. Сколько да, и вполне это нормально, всех устраивает. Да, все. Кому что. Кому что нужно. Да. Давай закончим. В общем, мы с тобой сегодня пока разговаривали, я уже пообедала, а ты еще нет, так что давай обедай. И пойдем записывать с тобой рубрику.